2,5 километра в секунду приближался космический аппарат. Идет ориентация по вертикали. До расчетного времени посадки 5 часов. Высота 75 тысяч метров. Торможение. Уже над поверхностью Луны от него отделился один из элементов и тут же превратился в огромный мяч. Впервые в мире автоматическая межпланетная станция совершила мягкую посадку на Луну. А еще через 4 минуты раскрылись лепестки антенн. И металлический шар преобразился в удивительный цветок. Советская станция «Луна-9» вышла на связь с Землей. Есть старт. Протяжка 1. Продувка. Ключ за дренаж. Замыкание. Отлично, продолжаем полет. 23 апреля 1967 года космический корабль «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту совершал второй виток вокруг Земли. Рубин, я заря 10. Доложите самочувствие. Самочувствие хорошее. Параметры кабины в норме, но не раскрылась левая солнечная батарея. Зарядный ток только 13-14 ампер. Не работает КВ-связь. Попытка закрутить корабль на Солнце не прошла. Попытайтесь сориентировать корабль на Солнце на 2.1. Экономьте топливо и энергию. Далеко в космосе Владимир Комаров пытался в одиночку спасти свой корабль. Корабль, на котором в ближайшем будущем планировалось совершить первый полет к Луне. Луна. Днем ее поверхность накаляется до плюс 120 градусов по Цельсию, а ночью остывает до минус 160. Небо здесь всегда черное, даже днем. Земной диск с Луны выглядит почти в 4 раза больше, чем Луна с Земли. Сила притяжения на Луне примерно в 6 раз меньше, чем на Земле. Так называемые лунные моря и океаны представляют собой обширные низины, некогда залитые базальтовой лавой. Согласно астрономической терминологии, Луну нельзя назвать планетой, поскольку она является спутником Земли. Подавляющее большинство кратеров на Луне образовались в результате падения метеоритов, комет и астероидов. Оригинальные имена объектам лунной поверхности были присвоены в XVII веке по системе, предложенной итальянским астрономом Джованни Риччоли. К примеру, темные пятна получили романтические названия «Океан бурь», «Море ясности», «Море спокойствия», «Море кризисов», «Море дождей». Видимые горы назвали по аналогии с земными: Альпы, Кавказ, Алтай, Карпаты. А крупнейшие кратеры были поименованы в честь астрономов прошлого: Аристарх, Анаксагор, Коперник, Кеплер. До недавнего времени считалось, что на Луне нет и не может быть запасов воды. Однако в районе южного полюса Луны, на дне затененных кратеров, где царит температура близкая к абсолютному нулю, обнаружено не менее 600 миллионов тонн воды в виде ледяных глыб. Скорее всего, они появились там в результате падения кометы. Еще не летали в космос Юрий Гагарин и Герман Титов, а Сергей Королев уже строил планы завоевания Луны. Естественный спутник Земли должен был стать первым небесным телом, куда высадится человек.
Для запуска искусственного спутника Земли необходимо придать ему первую космическую скорость – 7,9 км в секунду. Но чтобы он отправился в межпланетное путешествие, нужно развить скорость, которую называют второй космической – 11,2 км в секунду. То есть доставить космический корабль к Луне могла только более мощная ракета, чем та, что доставляла на орбиту спутник или космонавтов. Отправляя свой самый первый аппарат на Луну, конструкторы Королева просто добавили к ракете Р-7 еще одну ступень. В момент выхода на орбиту этот блок запускал свои двигатели и разгонял аппарат до второй космической скорости. 14 сентября 1959 года к Луне прибыла советская межпланетная станция «Луна-2». Системы мягкой посадки она не имела. И первый в мире межпланетный аппарат просто врезался в лунный грунт. Старт межпланетным полетом был дан. Сергей Королев планировал вновь удивить мир, показать то, что без полетов в космос увидеть невозможно — обратную сторону Луны. Луна вращается вокруг своей оси, однако всегда обращена к Земле лишь одной стороной. Происходит это потому, что ее движение вокруг Земли и собственное вращение за миллиарды лет синхронизированы. Луна, как известно, вызывает своим гравитационным воздействием приливы на Земле. Но и Земля оказывает приливное воздействие на Луну. Но поскольку на Луне нет воды, Земля действует на кору, постепенно замедлив вращение Луны. Долгие века обратная сторона Луны оставалась загадкой. Выдвигались самые смелые гипотезы по поводу того, что же там может быть. Например, говорили, что обратная сторона представляет собой огромную впадину, что там располагаются базы инопланетян. Астрономы всегда мечтали увидеть обратную сторону Луны. Но осуществить эту мечту можно было лишь одним способом – облететь Луну на космическом аппарате. Аппарат Королева «Луна-3» представлял собой целый фототелевизионный комплекс. Он снимал обратную сторону Луны на пленку, проявлял ее и с помощью телекамеры транслировал кадры на Землю. Фотопленку нужного качества в СССР не производили, и конструкторы воспользовались трофейной. Границу Советского Союза то и дело пересекали американские зонды-разведчики с установленными на них фотоаппаратами. Советские средства ПВО сбивали эти воздушные шары. У конструкторов Королева была возможность использовать добытую пленку. В районе горы Кошка, где разместился временный командный измерительный комплекс, было прекращено движение транспорта и работа приборов, создающих радиопомехи. Есть сигнал. Сигнал устойчивый. Что там у вас? У нас получилось, что Луна круглая. Сейчас уберем помехи, и следующие кадры будут нормальными. Вскоре в газетах появились фотографии, которые казались фантастикой. Впервые за время существования цивилизации мир увидел обратную сторону Луны. Секретно. Проект постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. Создать межпланетный корабль с экипажем 2-3 человека для облета Луны с последующим возвращением на Землю. Срок создания – 1961-64 годы. Для пилотируемого полета к Луне отдел Михаила Тихонравова предложил проект нового корабля под названием «Союз». Комплекс состоит из кораблей 3 типов. Двухместный пилотируемый корабль, разгонный ракетный блок и 4 танкера с топливом, которые позволят ему долететь до Луны и вернуться обратно. Макет «Союза» уже был готов, когда у бюро Королева неожиданно появился конкурент. Владимир Челомей предложил свой вариант полета к Луне. Челомей Владимир Николаевич. Выдающийся конструктор ракетно-космической техники, академик. Разработчик боевых крылатых ракет, космических аппаратов и орбитальных станций. Как и Королев, долгое время оставался одним из самых засекреченных ученых страны. Челомей предложил новую трехступенчатую ракету УР-500К и космический корабль ЛК-1.
Система Челомея имела явные преимущества. Его ракета обладала большей грузоподъемностью, а корабль имел меньшую массу, поскольку был рассчитан на одного пилота. Это позволяло отказаться от сложной стыковки на орбите и сразу запустить корабль с космонавтом к Луне. Сегодня ракета Челомея, известная как «Протон», используется для запуска межпланетных станций и тяжелых спутников. 14 октября 2010 года осуществлен уже 360-й запуск ракеты, которая признана одной из самых надежных в мире. 20 тонн на опорной орбите. Извините, но это на 15 тонн больше, чем дает сегодня «семерка». Такая ракета нам нужна. А корабль? «Союз», конечно, лучше. Он обеспечит нам и полет вокруг Луны, и высадку на поверхность. Космический корабль Челомея не подходил для полета к Луне. Один член экипажа не мог справиться со всем объемом работы во время полета к Луне и посадки на ее поверхность. Но оптимальное решение было найдено – соединить корабль «Союз» Королева с ракетой «Протон». Оставалось испытать «Союз» на орбите, и путь к Луне открыт. Главный конструктор уже разрабатывал планы стыковки кораблей на орбите, перехода космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос в скафандрах. 5 января 1966 года Сергей Королев был госпитализирован в Кремлевскую больницу на улице Грановского. Ему собирались сделать несложную операцию на кишечнике. Сергей Павлович взял с собой книги, в том числе сборник фантастических повестей Станислава Лема, и собирался немного отдохнуть от изнурительной работы. Утром 14 января Королев лег на операционный стол. Выяснилось, что была допущена ошибка в диагнозе. Хирурги обнаружили опухоль. Врачам удалось довести операцию до конца, но сердце Королева не выдержало многочасового наркоза. Сергей Павлович Королев скончался. Через 2 дня газета «Правда» напечатала его портрет. И страна впервые увидела человека, который открыл миру дорогу в космос. Один из самых засекреченных ученых Советского Союза стал одним из самых знаменитых людей на планете. 17 января с 12 часов дня до 8 часов вечера Москва несла цветы к колонному залу Дома Союзов. А через 3 недели, словно в память о Сергее Павловиче, еще один цветок раскрылся на Луне. Советская станция «Луна-9» впервые в истории совершила мягкую посадку на поверхности спутника Земли. Первый старт «Союза» состоялся лишь через год после смерти Королева. — 23 апреля 1967 года в 5 часов утра корабль, пилотируемый Владимиром Комаровым, стартовал с первой площадки космодрома Байконур. В это же время с площадки номер 31 готовился старт корабля с экипажем из 3 человек. Космонавты Быковский, Елисеев и Хрунов должны были осуществить первую в мире стыковку на орбите с кораблем Комарова. Проблемы начались сразу после выхода «Союза-1» на орбиту. Левый
Левая солнечная батарея по-прежнему не открывается. Корабль быстро терял запасы электроэнергии. Запуск второго корабля отменили, а Комарову приказали готовиться к досрочному приземлению. Внимание! Всем быть на связи. В готовности к немедленному замыканию на борт «Союза-1». Говорите, корабль на связи. Товарищ Комаров, здравствуйте. Как слышите меня? Здравствуйте. Слышу вас нормально. С Комаровым говорил тогдашний премьер, председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Мы внимательно следим за вашим полетом. Мы знаем о том, что вы столкнулись с трудностями и принимаем все меры для их устранения. Что мы можем для вас сделать? Заботьтесь о моей семье. Прошли сутки после старта. Комарову передали распоряжение садиться на 19-м витке в районе Орска. Наконец, включилась тормозная двигательная установка. Корабль вошел в атмосферу. Операторы вздохнули с облегчением. «Союз» шел к земле. Но во время спуска основной парашют не вышел. Корабль начал вращаться. Сработала автоматика, выпустившая запасной парашют. Но быстрое вращение корабля привело к тому, что стропы его скрутились, и купол не успел наполниться. На скорости 60 метров в секунду «Союз-1» врезался в землю. Когда спасатели прибыли к месту посадки, они увидели пылающие обломки. Пожар тушили местные жители. В этом огне погиб летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров. Первый удачный запуск корабля «Союз» состоялся 26 октября 1968 года. Пилотировал его Георгий Береговой. Позднее была осуществлена и стыковка, что позволило создать первую орбитальную станцию. С тех пор в космосе побывало более 100 кораблей «Союз» различных модификаций. В настоящее время «Союз» признан самым надежным космическим кораблем из всех когда-либо созданных. The forecast showers heavy at times with occasional thunderstorms today and a high of 89 degrees. Fighting broke out overnight between rival factions among the Israeli Syrian border. Initial reports claim Israeli jet fighters bombed a guerrilla base, killing at least 49. У меня фотографии. Их ракеты уже на старте. И они планируют пилотируемый запуск к Луне до конца года. Облететь Луну не означает высадиться на нее. Нас опять объявят отставшими. Нужно запускать командный модуль безлунного. Мы не вправе упускать инициативу. — 25 мая 1961 года. Из послания президента США Джона Кеннеди к Конгрессу. Настало время, когда наша страна явно должна играть лидирующую роль в космических достижениях, что во многом может оказаться ключом к нашему будущему на Земле. В своем послании Кеннеди ставил конкретную задачу – отправить американца на Луну не позднее конца 1970 года. Но самое главное – раньше Советского Союза. Предварительно президент проконсультировался с Вернером фон Брауном, и тот назвал задачу выполнимой. Американцы закрыли глаза на нацистское прошлое фон Брауна. От него теперь зависел успех всей американской космической программы. Вернер фон Браун выступил с предложением, которое напоминало проект Королева. Лунный комплекс можно собрать на околоземной орбите из нескольких модулей и после этого запустить его к Луне. Но возник новый вопрос. Как обеспечить точную и мягкую посадку огромного комплекса на Луну? А затем, как поднять его с Луны? Нет необходимости сажать на Луну весь комплекс целиком.
Давайте разделим его на две части. Ракета доставит корабль к Луне и останется на орбите. Корабль отсоединится от нее и сядет на Луну. После выхода на лунную поверхность астронавты вернутся в корабль, стартуют и состыкуются с ракетой, которая вернет их на Землю. Нам понадобится вдвое меньшая ракета. Идею разделения лунного корабля на две части предложил инженер Джон Хубболт. Позднее он сам указывал, что нашел ее в книге Юрия Кондратюка «Завоевание межпланетных пространств». Кондратюк Юрий Васильевич. Настоящее имя и фамилия Александр Игнатьевич Шаргей. Советский инженер. Проектировал элеваторы и зернохранилища. Самостоятельно вывел формулу Циолковского и разработал основы теоретической космонавтики. В 1941-м вступил в народное ополчение и погиб в боях. НАСА заказала множество книг на русском языке, посвященных космосу. Среди них оказалась и книга Кондратюка. Команда фон Брауна провела необходимые расчеты. Так появился проект, известный под названием «Сатурн-Аполлон». Ракета «Сатурн-5» выводила на орбиту корабль «Аполлон» целиком, включая командный и лунный модули. При выходе на орбиту Земли командный модуль стыковался с лунным и отправлялся к Луне. По прибытии лунный модуль отделялся и спускался на поверхность. Для взлета с Луны использовалась лишь часть лунного модуля, его взлетная ступень. На орбите она вновь стыковалась с командным модулем. Астронавты переходили на корабль, взлетный модуль отстреливался и оставался на лунной орбите. Корабль возвращался на Землю. В это время активно разрабатывался и советский лунный проект. В нем также предусматривался вывод на промежуточную орбиту, а затем и к Луне 2 кораблей. Один из них оставался на окололунной орбите, а другой осуществлял посадку на Луну. Система управления позволяла космонавту вручную осуществлять посадку на лунную поверхность, пользуясь специальным иллюминатором. Работа шла полным ходом, но выделенных правительством средств явно не хватало. На свой лунный проект правительство США выделило средства, сравнимые с первоочередными программами военного времени – более 24 миллиардов долларов. Для сравнения, на создание первой атомной бомбы Америка потратила 2 миллиарда долларов. В работах участвовали 500 000 человек и около 20 тысяч фирм. Космодром американцы возводили на мысе Канаверал во Флориде, где уже находился ракетный полигон. В мае 1963 года здесь заложили фундамент гигантского монтажно-испытательного корпуса высотой 165 метров. В 5 километрах от него на берегу океана строились 4 стартовых комплекса. Целых 5 лет потребовалось на строительство огромного стенда для испытания двигателей. 16 апреля 1965 года на стенде уже испытывалась первая ступень ракеты «Сатурн-5». Американские конструкторы боялись снова стать вторыми. На Байконуре строились новые стартовые площадки. В СССР готовились к штурму Луны. Американцы спешили. 27 января 1967 года экипаж «Аполлона-1» проводил испытания корабля, установленного на ракете-носителе. От случайной искры вспыхнул пожар. В насыщенной кислородом атмосфере корабля огонь распространился мгновенно. В пожаре погибли астронавты Вирджил Грисом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. На кораблях серии «Аполлон» для дыхания астронавтов использовался чистый кислород. Это позволяло уменьшить вес корабля, так как в этом случае требуется меньшее давление внутри него, чем при использовании воздуха. Соответственно, стенки корабля можно было сделать более тонкими. На советских космических кораблях для дыхания использовался воздух. Два первых испытания ракеты «Сатурн-5» прошли успешно. Чтобы сэкономить время, третий беспилотный пуск отменили и начали готовить пилотируемый полет. Но лунный модуль еще не успели подготовить к испытаниям.
Тогда и поступило предложение запустить корабль с 3 астронавтами в облет Луны без посадки на ее поверхность. До второй космической скорости кабину с астронавтами еще не разгонял никто. И никто не знал, какое влияние окажет на людей межпланетное пространство. К принятию окончательного решения подтолкнули данные разведки. На Байконуре готовилась к старту очередная ракета. Были основания полагать, что на ней установлен пилотируемый корабль. И руководство НАСА решило рискнуть. 21 декабря 1968 года к Луне отправился Аполлон-8. Впервые корабль с людьми на борту прибыл к земному спутнику. На 9-м витке начался сеанс телепередачи с борта космического корабля. И на Земле миллионы телезрителей увидели на экранах Луну. Полет к Луне и обратно на второй космической скорости занимает свыше 5 суток. Все это время члены экипажа корабля должны работать, питаться, пользоваться туалетом, поддерживать физическую форму, вести активный образ жизни. Однако самые простые действия в невесомости превращаются в особую процедуру. Например, питание. Первым космическую еду на орбите попробовал Юрий Алексеевич Гагарин. В его меню входили щавелевое пюре с мясом, мясной паштет и шоколадный соус. Чтобы кусочки пищи не разлетались по кабине корабля, ученые придумали помещать ее в алюминиевые тубы. При этом любая еда в тубах доводилась до пастообразного состояния и потреблялась холодной. Только в начале 70-х космонавты стали брать с собой специальные электропечки, разогревающие тубы вместе с едой. Сегодня питание космонавтов стало более разнообразным. Продукты помещают в жестяные банки или многослойные пакеты, а разогревают в специальных ячейках рабочего стола. Сентябрь 1966 года. 2 года до первого полета американцев к Луне. По приказу начальника отряда космонавтов Николая Каманина сформирована группа Л-3 для подготовки экспедиции на Луну. В нее вошли Алексей Леонов, Юрий Гагарин, Андриан Николаев, Виктор Горбатко, Евгений Хрунов, Владимир Шаталов. 18 сентября 1968 года. 3 месяца до первого полета американцев к Луне. Советский корабль «Зонд-5» вышел на траекторию полета к Луне и обогнул ее. На борту корабля находился контейнер с 2 черепашками. Впервые в истории живые существа, рожденные на Земле, облетели Луну и вернулись на Землю. 10 ноября 1968 года. 1 месяц до первого полета американцев к Луне. Луну облетел аппарат «Зонд-6». Он полностью выполнил программу полета, однако при приземлении спускаемый аппарат разбился. Космические аппараты советских конструкторов достигали Луны и возвращались обратно. Уже проходил испытание корабль для посадки на Луну. НПП «Звезда» разработала лунный скафандр «Кречет». Советские космонавты знали о том, что американцы полетят к Луне в ближайшие дни, и первенство отдавать не хотели. Группа из 6 космонавтов обратилась с письмом в Политбюро ЦК с просьбой разрешить им отправиться к Луне в ближайшие дни. Мы предлагаем вместо испытательного запуска осуществить первый пилотируемый полет за пределы земной орбиты. Надежность корабля заметно возрастет, если на его борту будут находиться космонавты. Мы осознаем, что полет может завершиться аварией и гибелью, но готовы пожертвовать своими жизнями. Алексей Леонов, Олег Макаров, Валерий Быковский, Николай Рукавишников, Павел Попович, Виталий Севастьянов. В первых числах декабря все 6 вылетели на Байконур и находились там в течение недели, надеясь, что поступит указание о старте. Его так и не последовало. Советское руководство после трагической гибели Комарова решило не рисковать. А 16 июля 1969 года на околоземную орбиту вышел корабль «Аполлон-11». На борту находились Нейл Армстронг, Эдвин Басс Олдрин и Майкл Коллинз.
Через 100 часов 12 минут после старта лунный модуль «Игл» с Армстронгом и Олдрином на борту отделился от корабля и начал приближаться к поверхности Луны. Армстронг перешел на ручное управление. Запас топлива на лунном модуле позволял маневрировать перед посадкой всего 140 секунд. Лунная поверхность оказалась не такой уж ровной. Глыбы, овраги, кратеры. Модуль находился на высоте 20 метров, когда Армстронг увидел, наконец, чистую от камней и рытвин площадку и направил модуль к ней. 60 секунд. Эта команда означала, что топливо, отведенного на посадку, осталось ровно на 1 минуту работы. 50 секунд. Ситуация приближалась к критической. Армстронг имел четкую инструкцию. Когда счет дойдет до 20 секунд, он должен немедленно прекратить посадку, запустить стартовый двигатель взлетной ступени и, отсоединившись от посадочного модуля, возвращаться на орбиту. Экспедиция закончилась бы провалом. 40 секунд. Струя двигателя поднимала облако пыли на лунной поверхности. ЦУП молчал, чтобы не мешать Армстронгу, а он просто ничего не видел из-за пыли. Его пульс достиг 156 ударов в минуту. 30 секунд. До критической черты осталось 10 секунд. Сигнал контакта. Отключение. Окей, стоп, машина. Прошло 3 суток, 6 часов, 45 минут и 40 секунд после старта с Земли. «Игл» стоял на Луне. Хьюстон, это база спокойствия. «Игл» приземлился. Понял вас, спокойствие. Вы прилунились. Мы тут все посинели. Теперь мы снова дышим. Спасибо огромное. 21 июля 1969 года люк лунного модуля открылся. Включилась черно-белая телекамера, и началась трансляция исторического события. Первые 30 секунд она шла почему-то вверх ногами. Держась за поручни трапа, Нейл осторожно спустился вниз и встал обеими ногами на опору. Я собираюсь сойти с лунного модуля. Он попробовал ногой грунт и встал на Луну. Этот один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества. Еще через 15 минут на поверхность Луны вышел Олдрин. Командир и пилот стояли друг напротив друга. Над ними в небе висела маленькая голубая полусфера — планета Земля. Олдрин опробовал различные способы передвижения по поверхности Луны, от широкого шага до скачков кенгуру, но наиболее целесообразным признал обычную ходьбу, вполне подходящую для астронавтов, одетых в скафандры. Лунный скафандр имел 25 слоев, изготовленных из различных материалов. Для регулирования температуры астронавты надевали прямо на тело спецодежду, пронизанную сетью трубочек с циркулирующей по ним водой. Внешний слой скафандра защищал от механических повреждений. Скафандр весил 80 килограммов на Земле и 13 на Луне. Переговорное устройство позволяло астронавтам общаться между собой и связываться с центром. Астронавты взяли несколько образцов лунного грунта, ковшом просто с поверхности Луны и при помощи кернов, специальных трубок, которые молотком забиваются в грунт и извлекаются оттуда с образцами пород. Они установили лунный сейсмометр и прибор для измерения точного расстояния между Луной и Землей. Армстронг находился на Луне 2 часа 13 минут. Олдрин — 1 час 46 минут. Перед тем, как вернуться в модуль, Нейл около минуты задумчиво стоял у трапа, прощаясь с Луной. Потом по-домашнему вытер ноги об опору, словно о коврик, и, оттолкнувшись, взлетел на первую ступеньку трапа. Когда в кабине астронавты сняли шлемы, они почувствовали острый запах, напоминавший запах пороха после выстрела. Так пахла Луна. Перед отправлением домой они оставили на месте посадки флаг Соединенных Штатов и памятные медали с изображением Юрия Гагарина, Владимира Комарова
и погибших членов экипажа Аполлона-1 – Вирджила Грисома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи. В рамках проекта «Аполлон» осуществлено 6 удачных высадок на лунной поверхности. Лишь одна из миссий «Аполлона-13» завершилась аварией. К счастью, все астронавты вернулись на Землю. На Луну доставили даже электромобили, что позволило астронавтам удаляться от места посадки на 5-7 километров. Последний полет на Луну состоялся в декабре 1972 года. Эта экспедиция привезла с собой более 110 килограммов лунного грунта. Уже более 40 лет на Луне стоит спускаемый аппарат корабля «Аполлон-11», доставивший туда Нейла Армстронга и База Олдрина. Когда аппарат освещает Солнце, на его корпусе поблескивает медная табличка с фразой «Мы пришли с миром от имени всего человечества». Телеметрия с Аполлона идет устойчиво. Телевизионный сигнал слабоват. До сих пор находятся люди, заявляющие, что американцы на Луну не летали, а попросту засняли все известные репортажи высадки астронавтов в голливудском павильоне. Скептики приводят множество доводов. Чаще всего упоминается колыхающийся флаг. Дескать, на Луне нет атмосферы, и полотнище установленного там флага не должно колыхаться. Однако скептики забывают, что в условиях пониженной гравитации и отсутствия атмосферы активно проявляет себя сила инерции. Устанавливая флаг и разворачивая его полотнище, астронавты придали ему импульс, энергия которого не может рассеяться так же быстро, как на Земле. Однако самое главное, Советский Союз внимательно следил за развитием программы «Аполлон» и пресек бы любую попытку фальсификации. В военном центре космической связи под Симферополем работал контрольный радиотехнический комплекс, который принимал абсолютно все сигналы с американских кораблей, переговоры астронавтов с Землей, информацию о состоянии бортовых систем и даже телевизионный сигнал. Проанализировав полученные данные, советские ученые подтвердили – американцы на Луне были. Что взять, товарищ полковник? Секретное оружие. Лунный танк. — 21 декабря 1968 года американский «Аполлон-8» ушел к Луне. И полет советского пилотируемого корабля утратил политический смысл. И тогда было принято решение послать на Луну не человека, а управляемого с Земли робота. Эту программу поручили вести Георгию Бабакину. Бабакин Георгий Николаевич. Выдающийся конструктор в области ракетно-космической техники, доктор технических наук, специалист по созданию автоматических систем управления, главный конструктор НПО имени Лавочкина. Именно бюро Бабакина изготовило автоматическую станцию «Луна-9», совершившую первую мягкую посадку на Луне после смерти Сергея Королева. Далее последовала целая серия успешных запусков. «Луна-10» стала первым искусственным спутником Луны. «Луна-11» изучала аномалии гравитационного поля Луны. «Луна-12» провела обширную фотосъемку поверхности Луны. «Луна-13» совершила мягкую посадку в океане бурь. «Луна-14» испытала космический радиокомплекс, который предполагалось использовать в пилотируемых экспедициях. 13 июля 1969 года, всего за 3 дня до старта американского экипажа «Аполлон-11», высадившегося на Луну, с космодрома Байконур стартовала ракета «Протон». 10 секунд. Полет нормальный. 20 секунд. Полет нормальный. «Протон» направлял к Луне аппарат «Луна-15». Эта станция должна была совершить уникальную операцию — осуществить мягкую посадку, взять образцы лунного грунта и доставить его на Землю.
Через 3 дня, 16 июля, стартовал Аполлон-11. Луна-15 в это время уже приближалась к спутнику Земли. На следующий день она вышла на окололунную орбиту. Лунная гонка выходила на финишную прямую. Луна-15 оставалась на окололунной орбите до прибытия Аполлона-11. Почему? Существуют 3 версии, объясняющие этот факт. Первый – на борту были неполадки. Второй – станцию держали на орбите для изучения гравитационного поля Луны. И, наконец, третий – США обратились к СССР с просьбой не проводить активных работ со станцией, чтобы не помешать посадке Аполлона. Так или иначе, тормозная установка Луны-15 включилась только после того, как Аполлон-11 успешно прилунился. Станция шла на посадку. Подробной карты Луны в то время не существовало. Советские ученые не могли знать, что в месте приземления находится гора. В нее и врезалась станция. Через год, 24 сентября 1970 года, автоматическая станция «Луна-16» совершила мягкую посадку на Луне, произвела бурение лунного грунта и успешно доставила его на Землю. В руки советских ученых попала колонка грунта весом 101 грамм из моря изобилия. Еще дважды станции Бабакина садились на Луну, а возвращаемые аппараты доставляли образцы грунта на Землю. В сентябре 1968 года на территории Симферопольского центра космической связи царило оживление. Офицеры наблюдали, как по специальной площадке двигался дистанционно управляемый механизм. Они уже знали, что ему вскоре предстоит отправиться на Луну. В мае 1968 года несколько десятков офицеров командно-измерительного комплекса проходили строжайшее медицинское обследование. Эти люди не летели в космос, но отбор производился такой же строгий. Лишь после заседания комиссии 14 отобранным кандидатам объяснили, что происходит. Им предстояло стать экипажами лунохода. Для управления аппаратом требовались сменные экипажи. Каждый состоял из командира, водителя, штурмана-навигатора, бортинженера, оператора антенны, резервного водителя и оператора. – 17 ноября 1970 года станция «Луна-17» благополучно прилунилась в море дождей. 2,5 часа было потрачено на осмотр места посадки. Потом развернулись трапы, и на грунт сошел первый в мире планетоход-разведчик. Луноход-1 нес на себе научные приборы, антенны для связи с Землей, 4 телефотометра для передачи панорам и стереоизображений лунного ландшафта, видеокамеры. Самым сложным оказалось управление аппаратом. Картинка с Луны приходила очень контрастной, без полутеней, а телевизионные камеры стояли на Луноходе-1 слишком низко. Работала одна из них, вторая была запасной. Инженер-конструктор Гарри Роговский. Мы увидели там лишь какие-то черно-белые пятна. Определить, где камни, где кратер, казалось, было невозможно.
Требовался большой навык, большой опыт, чтобы разобраться в этом хаосе. На получение одного кадра уходило от 3 до 20 секунд в зависимости от рельефа. Ориентироваться в этих условиях было чрезвычайно трудно. Каждые 2 часа экипажи менялись. 120 минут невероятно ответственной и напряженной работы оказались пределом возможностей даже для специально подготовленных офицеров. Ресурс аппарата предусматривал 3 месяца работы. На этот срок разрабатывалась и программа исследований. 20 февраля 1971 года ее полностью выполнили. Однако аппарат все еще действовал. Ученые разработали программу на следующий лунный день, а потом еще на 1. В результате вместо 3 запланированных месяцев луноход проработал 10. А 8 марта 1971 года водители лунохода колесами своего аппарата дважды нарисовали на поверхности Луны изящную 8. Итоги работы лунохода-1 впечатляли. 10 километров пройденного пути, более 20 тысяч снимков поверхности. Спустя 2 года стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-21», доставившая к цели луноход-2. Посадочная ступень едва не угодила в кратер, прилунившись в 3 метрах от его края. Луноход-2 съехал прямо внутрь кратера. К счастью, аппарат не перевернулся. На штурманов свалилась колоссальная нагрузка. Ориентироваться приходилось по Солнцу и окружающей обстановке, не имея ни карты, ни фотографий данного района. Помог случай. Сразу после посадки Луны-21 в Москву приехала американская научная делегация. На встрече один из американских ученых подошел к главному конструктору по лунной тематике НПО имени Лавочкина Ивановскому и молча положил в карман его пиджака конверт. Внутри оказалась детальная фотография района посадки Луны-21. Эта фотография, послужившая картой, фактически спасла луноход-2. Он сделал гораздо больше предшественника. Благодаря опыту экипажей и усовершенствованной телевизионной системе, за 4 месяца работы планетоход прошел около 40 километров. В наши дни проявляется все больше интерес к освоению Луны с помощью роботов. Компания Astrobotic Technology провела по заказу НАСА исследования и определила типы роботов, необходимых для оборудования посадочной площадки лунной базы. Для расчистки места предлагается отправить на Луну 2 робота-бульдозера. Япония к 2020 году планирует расположить близ южного полюса Луны базу роботов. Основной рабочей единицей базы станут андроиды на гусеницах. В России в рамках проекта «Луна Ресурс» предполагается запустить научно-исследовательский луноход новой конструкции, эскизы которого прорабатываются в НПО имени Лавочкина. Становилось ясно, что даже такие могущественные державы, как Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, не в состоянии в одиночку осилить гигантские затраты, необходимые для изучения космоса. Гораздо разумнее было объединить усилия. 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз-19», пилотируемый Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым. В 22 часа 50 минут с космодрома на мысе Канаверал запущен Аполлон-18. На его борту находились Томас Стаффорд, Вэнс Брандт и Дональд Слейтон. 17 июля корабли сблизились для стыковки.
на смену гонке приходило время сотрудничества.